Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. В турецкой провинции Токат 13 марта произошло сильное землетрясение. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, подземный толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован в районе города Никсар. Очаг сейсмического события залегал на глубине 6 километров, что обусловило высокую интенсивность вертикальных колебаний и привело к ощутимости стихии на обширных территориях. Подземные толчки вызвали кратковременную панику в соседних провинциях Самсун, Амасья, Орду и Сивас. Жители многоэтажных домов в спешке покидали помещения. В самом Никсаре и прилегающих сельских районах зафиксированы локальные повреждения старых построек, трещины на фасадах зданий и падение предметов в жилых домах. В целях обеспечения безопасности населения и проведения тщательной инженерной проверки зданий власти Токата приняли решение приостановить учебный процесс во всех образовательных учреждениях провинции на один день. Мобильные группы спасателей и специалистов Министерства градостроительства уже приступили к детальному обследованию местности на предмет выявления скрытых структурных повреждений инфраструктуры и жилого фонда. По предварительным данным, критических разрушений и человеческих жертв удалось избежать. Однако в регионе сохраняется высокая вероятность возникновения серии автошоков. Сейсмологи напоминают, что Никсар расположен в активной зоне северо-анатолийского разлома и призывают граждан сохранять бдительность, следуя всем рекомендациям экстренных служб. На Гавайи начал оказывать воздействие мощный шторм Кона, принесший с собой экстремальные дожди, интенсивные грозы и многочисленные разряды молний. Согласно предупреждениям Национальной метеорологической службы, текущая погодная обстановка является лишь началом более серьезного катаклизма. Синоптики прогнозируют значительное усиление циклона на выходных, когда атмосферный фронт достигнет своего пика. Неблагоприятные условия уже фиксируются на нескольких островах архипелага, где сохраняется риск внезапных наводнений и разрушительных порывов ветра. В связи с нарастающей угрозой безопасности населения, режим чрезвычайного положения официально объявлен в округах Гонолулу, Мауи и Каваи. Власти округа Гавайи находятся в состоянии повышенной готовности. Основная опасность подтоплений сосредоточена на южных и западных склонах островов. Здесь проливные дожди могут спровоцировать стремительный подъем уровня воды в реках и превратить дороги в непроходимые потоки. Транспортное сообщение в этих районах уже характеризуется как опасное из-за образования глубоких скоплений воды на проезжей части и резкого ухудшения видимости во время прохождения дождевых полос. Жителям штата настоятельно рекомендовано запастись предметами первой необходимости и избегать поездок в низменные районы до полной стабилизации метеорологической ситуации. В центральной части Греции днем 12 марта произошло землетрясение магнитудой 4,8, вызвавшее панику среди местного населения. По данным Национальной обсерватории Афин, эпицентр сейсмического события находился примерно в 11 километрах к северо-востоку от деревни Раптопулу. Очаг залегал на глубине 14 километров, что обусловило значительную силу толчков в районах Эвритания и Кардица. Основной удар пришелся на горные территории муниципалитета Аргитея, где подземная активность спровоцировала многочисленные камнепады и локальные оползни, заблокировавшие участки региональных дорог крупными обломками скальной породы. Наиболее серьезно пострадал исторический монастырь Панагия Спилиас, в стенах которого в результате вибраций образовались глубокие трещины. В нескольких деревнях восточной части Аргитеи землетрясение привело к аварийным отключениям электроснабжения, а также к загрязнению систем водоснабжения. Из-за смещения пластов почвы вода в кранах местных жителей временно стала мутной от попавших в нее наносов и ила.
К настоящему моменту подача электроэнергии в пострадавших населенных пунктах полностью восстановлена. Сообщений о погибших или раненых не поступало. Специальные комиссии продолжают детальный осмотр зданий и дорожных конструкций на предмет повреждений. Жителей призывают проявлять предельную бдительность и избегать нахождения вблизи старых или визуально поврежденных построек до завершения инженерных проверок. Трагический инцидент произошел в центре польского города Зелёна Góra. Воздушный шар, на борту которого находились 3 женщины, врезался в многоквартирный жилой дом. Летательный аппарат, принадлежащий аэроклубу «Зимий Лубуски», следовал в сторону аэродрома в Пришелепе, когда около 8 часов задел крышу 33-метрового здания рядом с железнодорожным вокзалом. В результате столкновения 28-летняя женщина, управлявшая шаром, выпала из корзины на крышу многоэтажки. Прибывшие на место спасатели обнаружили пилота без сознания, и, несмотря на попытки реанимации, врач констатировал ее смерть. 2 другие пассажирки смогли самостоятельно выбраться из корзины после того, как шар упал через 2 улицы от места столкновения. Обе женщины выжили, получив травмы, не представляющие угрозы для жизни, и были доставлены в местную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время обстоятельства и причины авиационного происшествия расследуют полиция, прокуратура и Государственная комиссия по расследованию авиационных происшествий. У побережья северной части Чили 13 марта произошло мощное землетрясение магнитудой 6,3. По данным Национального сейсмологического центра Чили и Геологической службы США, подземный толчок был зафиксирован в акватории Тихого океана, при этом эпицентр залегал на глубине около 22 километров. Географически точка наиболее интенсивной активности располагалась в 69 километрах к западу-юго-западу от города Вальенар и примерно в 140 километрах к северо-северо-западу от крупного прибрежного центра Ла-Сирена. Колебания земной поверхности отчетливо ощущались жителями многоэтажных домов и офисных зданий на обширной территории в регионах Атакама и Кокимбо. Это привело к кратковременной панике и массовому выходу людей на открытые пространства. Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили оценила риски и заявила, что характеристики землетрясения не соответствуют условиям, необходимым для возникновения разрушительного цунами у чилийского побережья. В Вальенаре, Фрейрине и Уаско были зафиксированы локальные повреждения старых построек, трещины на фасадах и падение предметов с полок. На некоторых участках шоссе номер 5 произошли небольшие камнепады. Энергетические компании сообщили о кратковременных сбоях в подаче электричества в ряде коммун из-за срабатывания защитных систем на подстанциях. По официальным сводкам, жертв и серьезных разрушений инфраструктуры не зафиксировано, однако спасательные службы остаются в режиме повышенной готовности из-за вероятности возникновения серии афтершоков в зоне субдукции плиты Назка и южноамериканской плиты. Знаменитые ярко-оранжевые дюны в пустыне Сахара в окрестностях алжирского города Айн-Сефра оказались покрыты слоем свежевыпавшего снега. Этот регион, известный как «Ворота в пустыню», за последние полвека видел подобные зимние пейзажи лишь несколько раз, что делает событие уникальным. Резкая смена погоды была вызвана мощным холодным циклоном, пришедшим из Европы. Если обычно в это время года столбики термометров здесь поднимаются до отметки в плюс 30 градусов Цельсия, то в этот раз температура внезапно опустилась до минус 2 градусов Цельсия. Контраст между огненным песком и белым снежным покровом создал сюрреалистичные виды, которые мгновенно привлекли внимание мировых СМИ и туристов. Местные жители и путешественники не упустили редкую возможность насладиться зимними забавами в самом жарком месте планеты. На склонах барханов устроили импровизированные трассы для катания на сноубордах и санках. Синоптики отмечают, что такие температурные аномалии могут быть предвестниками серьезных климатических изменений в Северной Африке, а снежный покров в условиях пустынного солнца продержится недолго, быстро превращаясь в талую воду, питающую редкую растительность оазисов.
На индонезийском острове Ява 13 марта зафиксирована новая фаза активности самого высокого и опасного вулкана региона – Семеру. Согласно официальному отчету Центра вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф, в утренние часы на гиганте произошла серия эруптивных событий, сопровождавшихся мощным выбросом пепла и газа. Высота сформировавшегося пеплового столба достигла приблизительно 900 метров над вершиной кратера. Густой шлейф под воздействием ветра протянулся в южном и юго-восточном направлениях и вызвал незначительные пеплопады в близлежащих аграрных районах округа Лумаджанг. Сейсмографы зафиксировали серию вулканических землетрясений и лавин, скатывающихся по юго-восточному склону в сторону русла реки Бесок-Кабакан. В связи с сохраняющейся нестабильностью купола и риском внезапных взрывов, власти Индонезии сохраняют в регионе 3-й уровень опасности. Жителям и туристам категорически запрещено приближаться к активному кратеру в радиусе 5 километров, а также находиться в полосе 500 метров вдоль берегов рек, стекающих с вулкана, из-за угрозы схода пирокластических потоков и лахаров. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.